Вот зимний лес. А пришел я сюда не случайно. В этом году как-то так сложилось, что пока в лес я не ходил с ночевкой, в поход. Много было не очень приятных, прямо скажем, событий. Не складывалось. Но все же собираюсь, пока есть снег, в зимний поход сходить. Так я вышел без всякой ночевки, но с определенной и вполне конкретной целью. А цель будет испытание новых лесорубных инструментов. Дело в том, что много лет я пользовался обычной ножовкой отечественного производства. Иногда брал топор с собой. Чаще не брал. Ножовкой. И тут пришло мне в голову, а что я мучаюсь? Зачем надо мучиться? Ведь существуют современные высокотехнологичные инструменты, позволяющие без особого труда распилить, разрубить довольно-таки серьезные коряги. Поизучал этот вопрос и понял, что существуют пилы японского и шведского производства, которые очень обладают высокими характеристиками. И приобрел такие пилы. И вот иду сейчас в лес, иду по снежной целине, проваливаясь в снег. Иду зачем-то я в такое место. Ничего страшного. Иду с целью испытать пилы и топор. Даже 2 топора. Вот сюда иду. Вот сюда. Ну. Снежная целина. Тут тоже уже кто-то пилил и рубил. Видимо, тут что-то расчищают. Да, утрачивается все. Вот бревно. Я иду к нему. Вот. К нему. А там вот озеро. Сейчас я тут растопчу себе место. Кстати, вот там тоже какие-то бревна. И будем экспериментировать. А тут-то не особо. Только вот это лежит. Бревно. Начнем с него, пожалуй. Вон там есть еще под снегом. Эта тема интересная. Как же обеспечить себя дровами без бензопилы, когда они достаточно крупные, в походных условиях. Потом, может, туда вот пройду. Там здоровые лежат. А сейчас главное собрать пилу лучковую. У меня 2 пилы. Сейчас вы увидите, какие это пилы и топоры. Глубокий снег. Что же у нас есть? У нас есть пила. Это пила Silky Big Boy. Неплохая пила. Из складных одна из самых крупных. Там есть еще и больше Katana Boy, но это уж слишком.
Я так счел по соотношению вес, размер. Это самое оптимальное сочетание. Также у нас есть вот такой топор. Он в чехольчике таком находится. Это топор с обратным всадом рукоятки. Вот это отверстие существенно меньше, чем вот это. Ну и деревянные предметы. Это в собранном виде лучковая пила и топорище. Все это очень легкое. Надо сейчас только все это собрать. Собрать, развязать. Начнем, пожалуй, с топора. С топора. Веревочкой в спешке тут собирался. Вчера вечером сделал эту пилу. Это прототип. Я сделал ее из сосны. Конечно, по идее, это надо делать из более серьезного материала. Это вот пила. Где у нас тут веревочки? Веревочки всякие. Что уж нашлось. Вот, собственно, пила. Вот это полотно Бахко или Бако. Ну, в общем, вот. Шведское. По сырому дереву. Потом я еще дополнил этот комплект таким же полотном по сухому. А вот это топорище. Ну и как это действует? Вот широкая часть. Форма топорища, видите, какая. Вставляется вот сюда. Ну, как томагавк. Вот. Топор готов. Посмотрим, можно ли им рубить что-нибудь. Проверим. Проверим, можно ли им рубить. А пока мы его вот сюда пристроим. Теперь наша задача собрать пилу. Пилу. Вот невесомые вообще дощечки, но это сосна. Это сосна. Вот это основная, как бы, часть. Такие выступы есть. И это вот, собственно, тут я использовал тросик, так как подходящей веревки у меня тоже что-то не нашлось. Сейчас посмотрим, как у нас тут что. Вот так. Правильно? Правильно. Так. Вот. И вот так вот скручивается, и, соответственно, происходит сжатие. Так, я тут взял с собой малюсенькую отверточку, чтобы упростить процесс. Надо ее найти. Отверточку. Где она? Не вижу. Вот она. Вот она. Такая вот. Сейчас будем сюда устанавливать полотно. Полотно. Вот так, да? Смотрим, все ли правильно. Да, вроде. Вот полотно. Оно ставится вот так. Оп. Это установилась часть. Теперь берем вот эту часть. Тоже ищем, где там у нас.
И это установилось. Смотрим. Какая у нас тут. Потому что они не совсем идеально. Вот. Наверное, вот это все же. Потом я это все напильником обработаю. Вчера после работы устал. Было не совсем до точности. Вот. Вот так. И начинаем закручивать. Закручивать. Это тросик металлический. Потом я еще подумаю, что сюда лучше установить. Закручиваем. Закручиваем. Видно, натягивается она. Надо, чтобы не порвался он. А то еще порвется и пиления не будет. Вот эту я сделал немножко короткую. Она хоть и упирается так, но все равно лучше ее подфиксировать. Ну, еще пару оборотов. О, уже нормально так. Так, берем вот эту вот веревочку, просовываем ее вот сюда, вот так, вот сюда, просовываем, раз и два, просовываем, оттягиваем, теперь опять сюда. Натянут так прилично. Так. Сюда, сюда. И под низом тут завязываем на обычный бантик. Раз. Теперь сюда. Чтобы она сверху была. Раз. И все. Вот что получается. Получается крепкая, надежная пила. Сделана она из полотна Бахко. Длина 76 сантиметров. Есть еще 80 и 90. Надо поэкспериментировать. Ну что ж. Итак. Пила Силки. Ой, на нее снег попал. А она-то из углерода стали, хотя и хромированная. Силки, пока мы ее уберем. И оботрем. Сюда вот. Все собрали. Это сумочка. Тоже можно использовать сиденье. А рюкзак? Рюкзак. Здесь сюда не очень хорошо. Куда же его пристроить? Пристроим вот сюда. Итак, больше всего меня интересует, как будет функционировать этот топор. Не будет ли он слетать с рукоятки, удобно ли его держать, пока этого ничего не знаю. Пойду вот туда вот, лежит там какое-то бревно, попробую порубить. Потом будем пилить. Нормально так.
Вот ветка. Посмотрим. Вот так вот. Опа. Нормально. Ну а просто, если порубить ствол, допустим. Ну, рукоятка немножко немножко он, конечно, слетает, но это, в принципе, рубить не мешает. Сам топор, конечно, очень хороший, рубит и при этом не тупится. То есть, в принципе, такой ствол перерубить вполне возможно. В принципе, топором я доволен. Единственное, есть сомнения относительно прочности ручки. Но остальное все нормально. Удар очень мощный. Большая длина ручки. Вес топора этого всего вместе с ручкой 950 грамм. 620 где-то грамм это сам топор и 330 топорище. И удобно, не надо туда прям лезть близко к месту, где рубишь. Но, конечно, точность не очень уж длинная. Но пользоваться можно и эффективно. То есть ствол тут ого-го какой. Ну, сантиметров минимум 15, а то и 20. Уже наполовину я его прорубил. Вот. Ладно, с этим все мне ясно. Это я пока отставляю. Займемся пилой. А вот и пила. Она очень легкая. Для начала попробуем вот эту маленькую пилякнуть. Не совсем не тянется, что ли? Ну что ж. Конечно, такие маленькие не показатели, но просто чтобы понимать, как оно. Очень легко. Вот. Для печки такие. Вот как раз это сырые. Это прям то, что надо. А что же получится вот эти вот туда?
А что же получится у нас с более серьезным стволом? Надо попробовать. Но идет неплохо. Хотя я и тут в неудобной позиции нахожусь. Вот так надо. О, полствола уже пропилил. Может, натягивать надо посильнее. В общем, надо разбираться. Но пилить неплохо, можно пилить. Фух, передохнул. Фух. Ну что ж, первое впечатление, что оно вполне применимо, можно использовать по вот такому дереву. Ну, затрат, наверное, усилий меньше, чем с топором будет. Все равно тяжко. Продолжим пиление. Фух, почти. Ну, я скажу, конечно, это несопоставимо быстрее, чем ручной ножовкой. Это небо и земля. Будь у меня такая пила в свое время, горе бы не знал. А то сидел там, пилил, какие не могу утащить. Да, ну вот, физическая форма-то ушла. Тяжело мне. О, так. Перепилил и пилу защемил. Вот это плохо. Что делать? Вот так. Что ж. Вот пила. Вот перепилено бревно. Какое оно. Ну, почти вот такое оно и есть. Толщины. Сейчас посмотрим, каково эта пила японская Silky Big Boy. Снег проваливается. А вот он и Big Boy этот. Посмотрим. Тут, наверное, даже будет сподручнее вот так. Посмотрим, до сколько. Ну, конечно. Может, я сказал бы, Бахка, может, еще и получше пилить, чем это. Но у нее зубья более к сырой древесине приспособлены. Фу, передышка. Почти до половины, наверное, уже распилил. Фу-фу-фу. Хорошая пила, мне нравится.
Вот я был дурачок, раньше не купил, мучился, но не знал, не понимал. Фух, продолжим. Пилить этой пилой надо на себя. То есть вперед ее без усилия подавать. Начало защемлять. Начало ее защемлять. Ну-ка. Это надо что-то подкладывать туда. Ну, практически там пропилено. Можно попробовать вот так. Снизу как бы. Раз она сверху защемляет, лучковой пилой так не поделаешь. И со всех сторон защемляет. Со всех, потому что уже просаживается бревно. И вот тут как бы образовался такой диск, шайба такая. Отлично. Просто отлично. Сейчас попробуем какой-то вот такой. Пенек. Ну вот, допустим, пенек нам надо спилить. Положим. Так вот, да? Практически все. Вот и все. Чистейший срез. Вот. Как полированный прям. Шлифованный во всяком случае. То есть такие пеньки. Это вот несколько секунд. Пилка такой. Что ж. Я доволен. Но сегодня мы рассмотрим еще один инструмент, который я собираюсь использовать. Как бы вот тут установить. Конечно, его можно вот так. Вот же роста. Вот так. Да. Сейчас сообразим. В общем, эта пила великолепна. Конечно, она не дешевая, но не бывает, чтобы хорошо и дешево. Одно из двух. Или хорошо, или дешево. Следующий пункт нашей программы — это вот такой топорик. Он весит 300 грамм. Очень старинный, еще 19 века. Ручка обломана. Но сама сталь великолепна. Попробуем сейчас этим топориком расколоть вот этот вот пенек. Как у нас тут получится. Тоже трещина есть. В принципе, дерево довольно-таки нормальное. Посмотрим, что у нас выйдет.
ли вот этот топор является заменой нормальному топору. Ну и чего? Ну что ж, довольно сухая, кстати. Ручку надо делать, а то отдается. Опа. Ну что ж, тоже можно. Вполне. Так что, друзья, маленький вот этот вот топорик, ну, кстати, довольно острый остался, не погнулась кромка. Я его еще обработаю, может, завороню, посмотрим, может, ручку сделаю. Мне главное было посмотреть, как он действует. Видите, он на всей длине своей, ширине своего лезвия конический такой, сходится туда, треугольный. И тут вот небольшая часть спуск, собственно, вот этот вот режущей кромки. И здесь вот, ну это вы, конечно, не увидите, символ кузнеца, колокольчик. Он, в общем, металл офигительный. Очень хороший топорик. Надо его доработать. Но вот факт. Такое вот лиственное. Видите, это не гнилушка. Это вот. Конечно, с нормальным топором. Ну, хотя, бог его знает. Может, он бы и то же самое получилось. При этом он очень легкий. Я думаю, что сочетание пилы-силка вот этого полотна, потому что деревянную часть рамной пилы, этой лучковой пилы, я могу сделать на месте. Плюс вот такой топорик. И совершенно новый будет этап в лесорубном, так сказать, деле. Потому что во многих местах есть дрова, которые трудно взять. Большие, огромные, неподъемные коряги. Люди собирают маленькие, вот такие какие-нибудь, а здоровенные они не берут. И они остаются. Но что с ними делать? Бензопила, но это не мой случай. Я, в принципе, противник всяких бензопил и негативно к этому отношусь. Моторы, бензопилы, машины, мотоциклы, это все в лесу, этого быть не должно. Это мувитон, так сказать. Только мускульная сила и хорошие инструменты, качественные инструменты. Японские, там, шведские, еще какие, швейцарские, которые позволяют человеку с небольшой затратой усилий пилить и рубить довольно-таки мощные бревна. Ну и строить можно что-то, шалаши, всякие укрытия, потому что затрата на усилия, на заготовку всех этих стройматериалов очень невелика при таких пилах. Ну и вот это вот, и буду изучать, как его сделать лучше. Понял, что в ручку отдается, надо делать, видимо, рукоятку, но это тоже можно на месте сделать из какой-то вот палки там. Тут главное же, по сути, его держать и наносить удар вот так. Ну, можно это и в кулинарных целях использовать. Ту же голову рыбе какой-нибудь отрубать, чтобы нож не портить. Еще для чего-то. В общем, это стоит рассмотреть. Тем более, что у той же Силки есть подобные топорики. Но все это стоит очень дорого. Неоправданно дорого. Пила, да, а топорики, это вот, пожалуйста.
Такие топорики. Ой. Так, все собрано. Все собирается и разбирается очень быстро. В этом плюс такого набора. Пила Силка мне понравилась. Лучковая пила Бахва тоже. Да и топор понравился, и маленький топорик. Идет снег. Все хорошо. Есть над чем задуматься. Какие-то небольшие модернизации. Но в целом такой набор меня удовлетворяет. Теперь надо испытать его уже в хорошем таком походе с ночевкой, с печкой. Если получится, может быть, еще успею, пока есть снег, сходить. Ну а сейчас пора закругляться. Скоро стемнеет, будет страшно. Хоть у меня и топор есть, и пила, но все равно будет очень страшно.